У меня крючок 3 миллиметра. Пряжа Ярнард джинс. Набираем 25 воздушных петель. Во вторую начинаем вязать столбики без накидов. Всего их будет 24. Связали 24 ряда. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем полотно и вяжем в каждой столбике прибавку. В конце ряда у нас получится 48 петель, 48 столбиков без накида. Связали второй ряд прибавки. Дальше третий, четвертый и пятый ряд мы вяжем по 48 столбиков без накида. Дальше вяжите сами. Связали 5 рядов, переходим к шестому ряду. Делаем одну воздушную петлю. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем 8 воздушных петель. Восемь сделали. Отсчитываем здесь 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. И в 11-ю провязываем столбик без накида. Итого их у нас будет 16. То есть вяжем 16 столбиков без накида в 11-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Провязываем 8 воздушных петель. Пропускаем 10 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 11-ю вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот у нас с вами получились такие дырочки для рукава. Так, продолжаем вязать следующий ряд. В следующий ряд мы вяжем 48
48 столбиков с накидом. Делаем 2 петли подъема и вяжем 48 столбиков с накидом. Дальше провяжите сами. Мы связали 7 ряд, приступаем к 8. Делаем петлю подъема и весь ряд вяжем столбиками без накидов. У нас должно получиться 48 столбиков без накида. Продолжайте сами дальше. В 9 ряду мы будем формировать красивые фалды. Делаем 3 петли подъема и в каждую петлю делаем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Дальше. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И так далее до конца ряда. Все это продолжаем до конца ряда. Вот такой милый топик у нас получился для бегемоши. Сейчас мы в конце 9 ряда сделали 2 воздушные петли и соединительный столбик и провяжем для петли для пуговичек. Так, где нам лучше сделать петлю? Пуговички будем ставить одну вот здесь, я думаю, одну здесь. Делаем 1, 2, 3, 4. Я делаю 4 воздушные петли, потому что пуговички у меня будут такие большие, крупные. Вот смотрите. Поэтому я делаю 4 воздушные петли. Провязываю дальше столбики без накида. 1. Ну так, немножечко, чтобы закрыть красиво. 2. Краешек. 5. И здесь мы делаем еще 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Выходим в начало первого ряда. Начало первого ряда. Так, вот у нас петельки. И здесь обрезаем ниточку и будем прятать. Обрезаем ниточку. Так, и будем с изнаночной стороны все это дело прятать. Прятать будем, ввязывая в предыдущие ряды, понемножечку припрячем. Так. Нужно спуститься немного ниже. Немного ниже. Обрезать. И прячем второй кончик. Второй кончик. Сейчас я его спрячу. Вот так стянем.
Сейчас запутаем. Очень хорошо. Запутаем. Спустимся еще на рядочек. Куда эта ниточка больше не денется. Так. Сейчас, наверное, последний стежочек. Последний стежочек. Достаточно. Так. Так у нас получилось. А здесь нам нужно пришить пуговички. У меня они немножечко большеватые, кажется. Ну, такие нашла. Пуговички пришиваем. Пришила пуговички. Вот такой топик у нас получился. Начинаем вязать юбку. Набираем 55 воздушных петель. Пятьдесят четыре. Соединяем в кольцо. Соединительным столбиком. И вяжем 54 столбика с накидом. 2 воздушные петли подъема. И вяжем по кругу. Раз. Рядом. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7. Дальше вяжем по кругу. Провязали первый ряд, соединяем соединительной петлей. Следующий ряд мы вяжем столбиками без накида. Также 50, сколько у нас, 54 столбика получится. Делаем одну воздушную петлю. Но я прихватываю еще вот этот кончик, и мы его сейчас вяжем. Так, все, вяжем столбиками без накида. В принципе, я даже считать не буду, потому что здесь уже не столь важно, сколько у нас выйдет. У нас четное, нечетное количество столбиков. Нам главное, чтобы был по объему игрушки. Была юбочка. Это у нас получается по талии. По талии юбочка. Так. И вяжем дальше. Вязали эту ниточку. Легче потом будет, не надо там резать. Можно сразу обрезать.
И вяжем дальше. В конце второго ряда соединяем соединительным столбиком. Так, вот у нас получилось такой верх юбочки. Дальше вяжем 2 воздушные петли. И в каждый столбик вяжем по 3 столбика с накидом. Так же, как это мы делали в топике. Довязываем дальше сами. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. У нас уже вырисовывается красивая пышная юбочка. Дальше делаем 2 столбика, 2 воздушные петли. И в каждый столбик делаем столбик с накидом. Каждый столбик предыдущего ряда. И так вяжем ряду в 5. То есть какая вам длина юбочки нужна будет. Я думаю, мне будет достаточно еще плюс ряду в 5. Довязываем 7 ряд столбиками с накидом. 7 ряда вполне достаточно для бегемотика. Больше я не хочу. Если вы хотите сделать юбочку подлиннее, вы можете добавить еще рядов. Так, соединяем, ниточку обрезаем, так, вытягиваем и закрываем. Такой у нас ряд получился в конце. Все, теперь просто прячем ниточку, протягиваем ее по юбочке, немного путаем, чтобы она не вылезла. Поднять можно на пару рядов, можно на рядочек, как вам угодно. Можно завязать узелок, так подзатянуть и еще немножечко вверх поднять. Так, все, обрезаю ниточку. Вот такая юбчонка у нас получилась. Ой, пышная. Хорошо будет смотреться с топиком. Решила еще связать повязочку на голову. Для этого набираем 5 воздушных петель. Делаем накид. И в третью от крючка, раз, два, в третью петлю делаем столбик с накидом. Рядышком делаем дальше второй. И дальше делаем
третий столбик с накидом. Делаем 2 петли подъема, разворачиваем полотно и вяжем 3 столбика с накидом. Раз. Два. Так, тут красиво. Делаем середку. И третий. Опять делаем 2 петли подъема, разворачиваем полотно, 3 столбика с накидом. Раз. Два. Три. 2 петли подъема и 3 столбика с накидом. Так вяжем по всей длине головы, по объему. Вы уже померите, какая у вас голова. Я буду примерять на своего бегемоша. Я связала полосочку из 22 рядов. Сейчас мы примеряем на бегемошу. Вот она, наша красотка. Примеряем. Так. Вполне достаточно. Теперь я буду, значит, обрезать ниточку. Обрезали ниточку. Закрепили. И сейчас будем соединять. Соединять я буду иголочкой, просто швом. Потом мы его закроем, наверное, цветочек свяжем. Давайте свяжем цветочек, чтобы у нас она была нарядная. Так, прошиваем по краешку. Прошиваем. И дальше можно немножко стянуть. Так вот. Завязать узелочком. Дальше мы сюда все равно прицепим бантик или цветочек. Сейчас мы с вами посмотрим, что будем делать. Можно просто бантик сделать, а можно сделать цветочек. Так, завязали. Нитку обрезаем и прячем. Так, вот такая полосочка у нас, повязочка получилась. Давайте будем украшать. Я решила связать 2 бантика вот таких. Один у нас будет на повязочке, а второй будет на юбочке. Так, один бантик я связала, второй мы сейчас свяжем с вами вместе. Для того, чтобы связать бантик, мы начинаем с того, что делаем кольцо амигуруми. И в кольцо делаем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Дальше мы делаем столбик с 2 накидами. Это первый. Второй. И третий столбик.
Дальше мы делаем 3 воздушные петли и в кольцо делаем соединительный столбик. Так, сейчас я подтяну немножечко, будет лучше видно. Вот что у нас получилось. Вот. Дальше мы делаем 3 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами. Это у нас первый, второй, третий. И заканчиваем 3 воздушные петли и соединительный столбик, соединительную петлю сюда, соединительный столбик, да, в кольцо амигуруми. Закрываем, обрезаем ниточку. Так, смотрите, что у нас получилось. Стягиваем кольцо. Стягиваем кольцо. У нас уже вот получается бантик еще сильнее. Вот он какой. Теперь ниточкой обматываем. Ну, я делаю 4 раза. 1, 2, 3, 4. Чуть-чуть подравню. Вот какой миленький у нас получился бантик. Дальше завязываем сзади узелочек. Завязываем узелочек. И все. Наш бантик готов к тому, чтобы его можно пришить либо этой же ниточкой крючком, либо пришить иголочкой. Вот смотрите, какой миленький получается бантик. Пришиваем один бантик на повязочку, один на юбочку. И вот самый интересный момент. Момент преображения. Вот такая красотка. Рукавичка. Хвостик. Малышка получилась 27 сантиметров. Если вы хотите ее приобрести со скидкой 50%, переходите на мой инстаграм-канал.